Приветствую всех, кто меня смотрит. Сегодня мы побываем в необыкновенном месте, которое можно назвать одним из чудес Португалии. Это огромный, яркий, необыкновенный сад, который является самым большим в Европе. Он называется Райский сад Будды, или еще его называют Сад мира. Это необыкновенно красивое место находится недалеко от города Бомбарал, а от Лиссабона в 80 километрах. Мы подъехали пораньше, поскольку знаем, что за один день его осмотреть невозможно. Территория сада огромна, примерно 40 гектаров. Места для парковки достаточно много, и мы идем к кассе. Проходим мимо такого вот красивого облицовочного здания. Это туалеты. Красота. А вот и касса. Раньше вход был бесплатный, а сейчас 4 евро. И 5 евро отдельно за паровозик. Гулять по саду можно и пешком, но комфортнее иметь билет на паровозик, на котором можно ездить несколько раз. Маршрут проложен с расчетом на 3 остановки. Можно выходить, гулять, смотреть, а потом с этой же остановки ехать дальше. Мы одели синие браслетики на руку, что означает наличие билета на паровозик. И вот мы проезжаем ворота, которые символично переносят нас из Португалии в яркий и удивительный мир искусства и тропической красоты. Очень интересная история создания этого сада. В 2001 году весь мир был потрясен, когда талибами в Афганистане было уничтожено наследие человечества. 2 огромные статуи Будды возрастом около 2000 лет. И известный в Португалии винодел Жозе Бернандо был также очень потрясен. Это событие и сподвигло его на создание этого парка, как дань памяти уничтоженному культурному наследию. Отсюда и название «Сад Будды». Хотя, как мы понимаем, это не религиозное место, и здесь не нужно искать скрытый смысл, здесь нужно просто наслаждаться искусством. Ведь в этом парке не только Будды. Вот сейчас, например, мы проезжаем китайскую терракотовую армию. Кроме этого, здесь представлено африканское искусство и даже современное, ведь хозяин сада – коллекционер и сам выбирает экспонаты для своего сада. А мы проехали огромный пруд, терракотовую армию, и сейчас вот проезжаем по тенистой аллее со скульптурами и подъезжаем к остановке. Сейчас можно выйти, как раз здесь располагаются самые большие статуи Будды, посмотрим на них. Статуи Будды в Афганистане, которые были разрушены, представляли огромную культурную и историческую ценность. Одна из них, самая большая, 53 метра в высоту, была высечена в скале 1500 лет назад, а другая, поменьше, 38 метров, была уже возрастом 1800 лет. ЮНЕСКО даже пыталась вмешаться тогда, помешать, но статуи были разрушены до основания. А здесь же Жозе Бернандо попытался как-то компенсировать утрату. Лежащий Будда очень впечатляет своими размерами. Это самая большая статуя парка. А это огромная скульптура Будды в полный рост высотой 21 метр. Лежащий Будда обвязан шарфиком, на котором посетители парка оставляют свои послания. И это правильно, чтобы статую не расписывали. Вообще в парке более 100 различных Будд и еще множество других. На их создание ушло около 6000 тонн мрамора и гранита. И сейчас каких только Будд здесь не встретишь. Вот, например, смеющийся. Он золотой, и я подумала, что денежный. Но нет, богатый Будда всегда окружен людьми, значит, вон тот богатый. И мы тоже подойдем к нему. И оставим монетку по традиции.
У него собраны монеты со всего мира, не только с Евросоюза. Принято еще потереть ему животик, чтобы его задобрить и разбогатеть. Думаю, пора возложить книгу, которую мы когда-то взяли у молодого кришнаита в Харькове и сейчас захватили ее с собой. Мы пообещали эту мудрую книгу «Путь самопознания» оставить в парке Будды в Португалии, поэтому выполняем. Как обещала, торжественное возложение. Надеюсь, эта книга найдет своего почитателя, ведь людей здесь проходит очень много, а служители этого сада лояльно относятся к шарфикам с памятными надписями, к монеткам, которые туристы приклеивают к статуям с помощью жвачки, поэтому и книга не помешает. Ну а мы порассматриваем этих маленьких восточных монахов. И позы, и одежды у них разные. Они интересны тем, что каждый из них неповторим. И лицо, и одежда, и поза – все индивидуально. И это впечатляет. Наконец мы добрались до терракотовой армии, вернее ее копии. Для меня это самая главная достопримечательность парка. Поэтому, несмотря на проволочные ограждения, мы нашли, как приблизиться к ней. Дерево в разрезе. По пути можно посмотреть пробковое дерево. Их здесь должно расти много. Мы ведь помним, что владелец этого парка не только коллекционер, но и винодел. И этот сад он разбил на территории своей винодельни. По-видимому, император. Сиамская терракотовая армия в саду Буд разделена на две группы. Одна в низине, другая здесь, на холме. Сейчас все воины покрашены в синий цвет, но изначально они все были расписаны вручную в разные цвета. Состоит армия из 700 солдат, сделанных в натуральную величину, и внешность каждого индивидуальна, конечно. По древней традиции, после смерти китайского императора с ним должны были сойти в могилу все его воины. Но в 200-х годах до нашей эры вместо армии с императором династии Цинь впервые были похоронены не живые люди, а их терракотовые копии. Историки считают, что это был очень важный, прогрессивный и гуманный шаг в истории человечества. Я уже выбрала. Тут есть мой избранник. Думаешь, это император? Нет. Вот он. Мой избранник. Не буду его показывать. Он лучше всех. Покажи его. Он у него, блин, на голове. Его. У него усы. Нашла, блин, себе покорябанного, блин. А здесь один вышел из строя уже. Уже все, погиб. Можно было бы целый день ходить и рассматривать этих замечательных воинов, ведь они все такие разные. Но нас ждут новые открытия, и на этот раз это камни Стоунхенджа, которые расположены на юге Англии в районе Солсбери, и которые являются самыми загадочными камнями в мире. Кто-то считает этот парк не совсем логичным из-за того, что все намешано в одном месте, но этим-то и необычен этот парк, и тысячи туристов с удовольствием его посещают. Жозе Берардо создал не только этот сад, он открыл музеи современного искусства в Лиссабоне и Синтре, а на острове Мадейра существует прекрасный тропический сад. А сейчас в ожидании паровозика мы зашли в кафе. Надо сказать, что цена представленных закусок здесь увеличена раза в 3, наверное. Пообедать поэтому лучше за пределами парка. Но можно продегустировать местное вино, ведь, как я говорила, этот сад построен на территории винодельни, а в магазинчике у входа можно купить бутылочку вина из местных погребов. Вино на этой земле производили еще с 1200-х годов. Эти земли принадлежали монахам цистерианского ордена из Алкабасы,
1250 году. И в то время монахи уже выращивали виноград и делали вино. А примерно в 1430 году монастырь подарил эти земли человеку с фамилией Лоридо. История умалчивает, по какой причине был сделан такой подарок, но именно с того времени поместье так и называется – Quinta dos Loridos с 1430 года и по сей день. И это несмотря на то, что в XVI веке хозяева поменялись. И это уже была семья итальянского банкира, который построил здесь роскошное имение, которое сохранилось до наших дней, хотя хозяева менялись еще несколько раз. И вино, производимое здесь, также носит название Quinta dos Loridos. Но владелец поместья нашего времени не зациклен на одном вине. Он является знаменитым коллекционером, ценителем искусства. Поэтому сегодня мы имеем возможность наслаждаться восхитительной атмосферой этого парка, этого сада, где много мест для уединения и медитаций. Можно выбрать укромный уголок или скамеечку у ручья с маленьким водопадом. Здесь особая атмосфера, здесь мысли направляются в позитивное русло. Можно и отдохнуть в теньке, и походить по бесчисленным дорожкам, где на каждом повороте нас ждет очередное произведение искусства. На территории парка также располагается современный сад скульптур. Это тихое, отдаленное, но очень красивое место парка. Берардо лично выбирает коллекционные экспонаты, и интересно, что многие из них заменяются постоянно, чтобы дарить посетителям новые впечатления при каждом визите. И в поддержку молодых талантов Жозе Берардо учредил фонд имени самого себя – Фундасао Берардо. А что, имеет право, заслужил. И мы, насладившись современным искусством, по этой загадочной тропинке переходим в следующую часть парка с современной африканской скульптурой. Это место посвящено народу Зимбабве – Шону, который на протяжении тысячелетий создает произведения из камня. Его представители верят в духов предков, известных как Вадзиму, и поэтому скульптуры показывают союз между двумя мирами – миром людей и миром духов. Африканская часть не менее очаровательна. Есть очень интересные работы животных, рыб. Резчики народа Шону в Зимбабве уверены, что каждый камень имеет свой дух, который влияет на то, что из него получится. Работа художника является освобождением духа камня. И не только в камне мы видим экспонаты, но и большие работы из металла. Необыкновенный сад и культурный парк мы посмотрели. Для того, чтобы охватить его полностью, понадобится приехать сюда еще хотя бы раз. Спасибо Жозе Берарду и таким людям, как он, которые создают для людей такую красоту. Это место действительно можно назвать одним из чудес Португалии. И на этом я прощаюсь с вами. Всем желаю мира, красоты и позитива вокруг.
и до встречи в новых красивых местах Португалии.